Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. Москва и Московская область столкнулись с одним из самых мощных снегопадов за последние 70 лет, вызванным активным балканским циклоном Фрэнсис. Стихия обрушилась на столичный регион во второй половине дня и принесла с собой метель, порывистый ветер до 15-20 метров в секунду и резкое ухудшение видимости. По оценкам метеорологов, за сутки в городе выпало до 30 сантиметров снега, а общая высота снежного покрова к утру 9 января местами достигла отметки в 45-50 сантиметров. Непогода спровоцировала серьезный транспортный коллапс. Из-за невозможности оперативной очистки взлетно-посадочных полос в московских аэропортах были задержаны или отменены сотни авиарейсов. Самолеты были вынуждены кружить в небе над городом в зонах ожидания. На трассах региона возник настоящий коллапс. На ключевых магистралях, включая трассу М4 Дон и М6, зафиксированы многокилометровые пробки, снежные заносы и рост числа дорожно-транспортных происшествий. Городские службы перешли на круглосуточный усиленный режим работы, мобилизовав тысячи единиц спецтехники для расчистки улиц и вывоза снега, объем которого исчисляется десятками тысяч кубометров. Власти Подмосковья выпустили экстренное предупреждение о сохранении метели и гололедицы до 10 января, призвав жителей минимизировать поездки на личном транспорте. Под ударом мощного южного циклона Фрэнсис оказалась и Республика Беларусь. Стихия принесла в страну экстремальные снегопады, сильные метели и сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. Это заставило Белгидромет впервые за долгое время объявить высший, красный уровень погодной опасности для Гомельской и Могилевской областей. В этих регионах за одну ночь выпало более половины месячной нормы осадков, а высота снежного покрова стремительно выросла. В настоящее время из-за сильных метелей и переметов на дорогах введен план погода в Могилевской, Гомельской, Брестской и Минской областях, а также в столице. На территории Минска на дороге выведены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы ГАИ, которые организовывают сопровождение колонн снегоуборочной техники. Непогода привела к серьезным перебоям в работе транспорта и инфраструктуры. На трассе М6 и других ключевых магистралях движение затруднено из-за гололедицы и плохой видимости. Зафиксированы многочисленные случаи съезда автомобилей в кюветы. Подразделения МЧС перешли на усиленный режим работы, оказывая помощь водителям застрявшего транспорта и ликвидируя последствия падения деревьев, поваленных под весом мокрого снега и сильного ветра. В Гомеле и других крупных городах коммунальные службы и добровольцы из числа местных жителей вышли на круглосуточную расчистку тротуаров и дворовых территорий, чтобы не допустить полной блокировки пешеходного сообщения. Синоптики предупреждают, что вслед за метелью в Беларусь придет резкое похолодание с понижением температуры до -20, -25 градусов Цельсия, что значительно осложнит ситуацию на дорогах. С транспортным коллапсом, вызванным балканским циклоном Фрэнсис, столкнулись и западные регионы Украины. Циклон принес в страну экстремальные снегопады и метели. Одной из самых критических точек стала трасса Львов-Тернополь, где из-за обильных осадков и гололедицы образовались многокилометровые пробки. Наиболее сложная ситуация была зафиксирована в районе населенного пункта Славита, где из-за невозможности большегрузного транспорта преодолеть заснеженные подъемы полностью остановилось движение. Ситуацию усугубили многочисленные дорожно-транспортные происшествия, спровоцированные снежной кашей и плохой видимостью. В Львовской и Тернопольской областях был введен оранжевый уровень метеорологической опасности. Для стабилизации обстановки власти ввели временные ограничения на движение грузового транспорта на ряде участков, включая направления на Бережаны и Рогатин.
На расчистку трассы была брошена вся доступная спецтехника. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины перешли на усиленный режим работы. Для водителей и пассажиров были организованы пункты обогрева. Несмотря на круглосуточные усилия коммунальных служб, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду продолжали наметать новые сугробы, что сделало расчистку дорог кратковременным решением. Синоптики предупреждают, что вслед за снегопадами в регион придут аномальные морозы до минус 24 градусов Цельсия, что создаст дополнительную угрозу обледенения дорожного полотна в ближайшие дни. «8 января Турция оказалась во власти мощного зимнего шторма, наиболее серьезно затронувшего Стамбул и регион Мраморного моря. По данным Государственной метеорологической службы Турции, скорость ветра в порывах достигала 50-70 км в час, а в высокогорных районах до 90 км в час. Для 63 провинций страны был объявлен желтый и оранжевый уровень погодной опасности. Ураганный ветер привел к массовым разрушениям городской инфраструктуры, зафиксированы случаи срыва крыш со зданий, падения деревьев и рекламных щитов, а также повреждены десятки припаркованных автомобилей. Из-за разгула стихии и экстремального волнения на море паромное сообщение через Босфор и в Мраморном море было полностью приостановлено, что парализовало привычный транспортный ритм мегаполиса. С серьезными трудностями столкнулось и авиасообщение. Из-за опасной турбулентности и бокового ветра в аэропорту Стамбула самолеты совершали уход на второй круг, часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. Сильные ливни спровоцировали локальное подтопление прибрежных улиц и дорог. На одной из скоростных автомагистралей шквалистый ветер опрокинул несколько большегрузных автомобилей. Метеорологи предупреждают о сохранении опасных погодных условий в регионе. Также существует риск схода лавин и обледенения в восточных районах. Несмотря на масштабные повреждения в результате разгула стихии, информация о погибших к концу дня 8 января не поступала. В период с 6 по 7 января на юге Болгарии циклон спровоцировал катастрофическое наводнение, наиболее сильно затронувшее общину Крумовград в области Кырджали. К вечеру 7 января в регионе был введен высший красный уровень метеорологической опасности. Экстремальные ливни привели к выходу реки Крумовица из берегов, что заставило муниципальные власти объявить чрезвычайное положение на территории 26 населенных пунктов региона. В результате разгула стихии бурные потоки воды разрушили мост, затопили сельскохозяйственные угодья, прибрежные кварталы города Крумовград и повредили насосные станции, оставив город и 25 окрестных сел без централизованного водоснабжения и частично без электричества. В селе Сливарка из-за активизации оползня была проведена экстренная эвакуация местных жителей. Из-за размытых дорог и затопленных территорий несколько сел оказались полностью отрезанными от внешнего мира, а занятия в школах общины 8 января были отменены. Несмотря на то, что уровень воды начал постепенно снижаться, обстановка в пострадавших районах остается сложной, и режим чрезвычайного положения продолжает действовать до завершения восстановительных работ. В ночь на 8 января в солнечном районе Хабаровского края была проведена масштабная спасательная операция по вызволению группы автомобилистов, застрявших в глубоком снегу. Инцидент произошел в 25 километрах от Комсомольска-на-Амуре по направлению к поселку Солнечный. 6 внедорожников, в которых находились 12 взрослых человек, съехали с основной трассы на труднопроходимую просеку вдоль линии электропередачи и углубились в лесной массив почти на 9 километров. Оказавшись в снежной ловушке без возможности самостоятельно вернуться на дорогу, водители обратились за помощью в экстренные службы. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС. Из-за невозможности проезда тяжелой техники к месту затора эвакуация людей проводилась с помощью снегоходов. Спасатели совершили несколько рейсов, постепенно вывозя застрявших к основной трассе.
К утру 8 января все 12 человек были успешно доставлены по домам. Медицинская помощь никому из участников инцидента не потребовалась. Автомобили остались на просеке до момента, когда их эвакуацию смогут организовать тяжелой спецтехникой. Ситуация вокруг вулкана Майон на филиппинском острове Лусон остается напряженной. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии зафиксировал признаки активного магматического извержения. В течение суток было зарегистрировано не менее 50 пирокластических потоков, а также 162 случая обрушения раскаленных камней со склонов. Ночью над кратером Майона наблюдалось яркое свечение, вызванное выходом новой лавы и ростом лавового купола. Из-за угрозы внезапного взрывного извержения исхода смертоносных потоков более 3000 жителей из 13 деревень, расположенных в пределах 10-километровой зоны, были экстренно перемещены в государственные эвакуационные центры. Губернатор провинции распорядился привести все службы спасения в состояние полной готовности. Департамент социального обеспечения начал массовую подготовку продуктовых наборов для пострадавших. Из-за риска выбросов пепла над вулканом было закрыто воздушное пространство. Специалисты предупреждают, что текущая активность может продлиться от нескольких дней до нескольких месяцев и не исключают повышение уровня тревоги до 4-го, если интенсивность подземных толчков и выбросов магмы продолжит расти. В филиппинском городе Себу в районе Биналев произошла трагедия. На территории частного мусорного полигона сошел оползень. Огромная гора отходов обрушилась на здание цеха по переработке материалов, похоронив под завалами десятки людей. Трагедия случилась после нескольких дней непрерывных проливных дождей, которые размыли почву и дестабилизировали переполненные груды мусора. Официально подтверждена гибель одной 22-летней сотрудницы, которая скончалась по пути в больницу. Еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Масштабы трагедии до конца не ясны. Мэр города сообщил, что на момент обвала на объекте работали 110 сотрудников, и судьба 38 из них до сих пор остается неизвестной. В спасательной операции задействовано более 330 специалистов из МЧС, полиции, армии и пожарных служб, однако поисковые работы крайне затруднены из-за угрозы повторных обвалов. Спасатели с помощью тяжелой техники пытаются добраться до тех, кто может оставаться в воздушных карманах под завалами. В это же время семьи пропавших рабочих ожидают новостей в специально разбитых палатках на окраине полигона. Инцидент вновь поднял вопрос о безопасности эксплуатации свалки в Биналеве, на которую местные жители неоднократно жаловались из-за чрезмерной высоты гор мусора. Округ Индрамакму в индонезийской провинции Восточный Ачех оказался в эпицентре разрушительного наводнения, вызванного непрекращающимися тропическими ливнями. Резкий подъем уровня воды, достигший в ряде населенных пунктов отметки в 80-150 сантиметров, привел к затоплению жилых кварталов и объектов критической инфраструктуры. Одной из самых проблемных зон стало поселение Пилита-Сагоп-Джая. Паводковые воды полностью блокировали мост, связывающий 3 деревни – Джулок-Райок-Утара, Джулок-Райок-Салатан и, собственно, Гампонг-Пилита-Сагоп-Джая. Вода начала стремительно прибывать еще в 8:30 утра, и уже к полудню ее уровень поднялся выше бедра взрослого человека, заставив жителей в спешке покидать свои дома и спасать имущество. Стихия парализовала не только Индрамакму, но и еще 9 соседних районов Восточного Ачеха, затронув в общей сложности более 40 деревень. По предварительным данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, тысячи жителей были эвакуированы в пункты временного размещения. При этом ситуация осложняется тем, что для региона это уже вторая волна наводнений за последние недели. Власти провинции Ачех официально продлили статус режима чрезвычайной ситуации до 22 января для проведения восстановительных работ и оказания помощи пострадавшим. Спасательные службы работают в круглосуточном режиме, используя лодки для доставки продовольствия в отрезанные водой районы, так как многие дороги стали непроходимыми для наземного транспорта. Магнитная буря минимального уровня G1 ожидается сегодня в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января.
Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, с учетом сильного смещения плазменного облака в сторону, прогноз является довольно неустойчивым. При совсем небольшом отклонении выброса влево последний пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при ошибке в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными. Уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими, без признаков усиления в ближайшие дни. В течение 2 ближайших суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца очередной корональной дыры. В понедельник в небольшом городке Бургзин в Баварии отара из 50 овец неожиданно штурмовала местный супермаркет. Животные, отбившиеся от основного стада численностью около 500 голов во время сезонного перегона, беспрепятственно зашли в магазин через автоматические раздвижные двери. Овцы провели внутри около 20 минут, блуждая между торговыми рядами, и вызвали замешательство и искренний восторг у покупателей и персонала. Сотрудники магазина поначалу безуспешно пытались выдворить посетителей, но животные отказывались уходить, пока один из работников не догадался громко застучать по кассовому аппарату. Испугавшись шума, отара организованно покинула помещение и выбежала на парковку. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.